Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте обсудим события, которые произошли и что нас ждет завтра. Так, ну смотрите, вот S&P, американский индекс, в связи с торговыми войнами с Китаем, он на этой неделе открылся с гэпом вниз. И, собственно говоря, вот у него цели движения это 2730 и 2666. Вот к этим целям он, скорее всего, будет стремиться. Это будет обусловлено введением взаимных пошлин Китай США и, соответственно, скорее всего, это будет иметь определенные негативные влияния на остальной мировой рынок. Тем не менее, вот на ближайшее время, вот смотрите, нефть, сегодня она падала, но она не пробила 59,5. Вот эту вот сильную поддержку. То есть она вот здесь сейчас консолидировалась, и поскольку она не пробила вот этот вот сильный уровень, завтра наиболее вероятен рост на 60 и 62, и дальнейший отскок возможен 61,3. Но если она завтра пробивает вот это вот 59,5, то очень стремительно летим на 57,5. Поэтому имейте в виду, наш рынок, если нефть идет вниз, он будет заваливаться. Если, соответственно, нефть торгуется в рейнже или идет вверх, то, соответственно, мы будем отрастать. Так, дальше. Дальше у нас индекс доллара. Ну, вот смотрите, здесь ситуация следующая. Вот по всем правилам технического анализа, прошлая неделя закончилась разворотной моделью. Индекс доллара должен проседать по отношению к остальным валютам. То есть доллар будет ослабляться. Поэтому, скорее всего, на этой неделе, если не произойдет ничего неординарного, мы увидим ослабление доллара к евро, иене, особенно к иене, швейцарскому франку и, возможно, рублю. А по рублю, если здесь не будет озвучено никаких новых санкций и никаких действий против Российской Федерации, то тоже увидим укрепление рубля к доллару. Вот. Но надо следить за твиттером Трампа, потому что я не помню, возможно, возможно, не третьего, там должен был быть подписан договор по поводу ядерного оружия, не подписали, и поэтому на этой неделе может быть какой-то шлейф событий или новостей на этот счет, который окажет негативное влияние на рубль и российский фондовый рынок. Поэтому следите за твиттером Трампа и за тем, что происходит в официальных новостях. Но в целом сейчас, вот, по крайней мере, на август месяц, доллар должен слабеть по отношению к ключевым валютам. Это евро и в первую очередь японская иена, швейцарский франк, возможно паунд британский. Так, дальше наш индекс РТС. Ну, соответственно, здесь вот картина, она фактически разворотная. То есть, если завтра нефть не уходит в штопор, то мы увидим отскок по индексу РТС наверх. Соответственно, ближайшие цели движения по индексу РТС вверх будут 129 900 и, возможно, 130 900. Но в том случае, если нефть будет падать, то мы можем увидеть завтра индекс РТС уже на уровне 123 200. Сначала 126 200, потом 123. 123 200 или 123 400. Вот. Но по динамике событий, то есть завтра, скорее всего, нефть должна отскочить. Это наиболее вероятный сценарий. Но с учетом августа, торговой войны и массированного падения, будьте готовы, что завтра, возможно, нефть пробьет 59,5. Хотя я думаю, что завтра по логике вещей должен быть технический отскок наверх по нефти и, соответственно, по российскому рынку. По рублю не знаю, посмотрим, но все зависит от новостного фона. Так, ну вот это дневной график доллар-рубль, фьючерс. Вот произошел пробой, вот эти вот свечи, и вот эта свеча, она называется часто повешенной, и она идет на пониженном объеме. Вообще, как бы на уровне 65-66 должен активно включаться Центробанк, который должен укреплять рубль, для того, чтобы не дестабилизировалась ситуация на внутреннем рынке и на экспортно-импортных операциях. Поэтому, возможно, если нефть не обвалится завтра, мы увидим укрепление рубля по отношению к доллару. Вот здесь осталась незакрытая цель на уровне 63 900, и поэтому может быть очень стремительное движение вот сюда вот вниз с набором позиций, как ранее была, и я вам описывал, на 63 580. Вот. Но в любом случае тренд здесь на рост доллара против рубля. И вот если на эту позицию он сходит, 63 900, ее нужно использовать для эффективного набора позиций в долларе против рубля. По статистике, начиная с августа до конца года происходит ослабление рубля. Здесь на носу мировой кризис, расколбас, и поэтому лучшее средство либо держать валютных активов в долларах, в евро, либо хеджировать.
потому что рубль валюта, которая в случае кризиса она будет сильнее всего ослабляться. Но завтра возможно также тестирование на 66 200 и 66 500. Вот если этот уровень пробивается по фьючу, то открывается дорога на 69 и 71. Поэтому смотрите очень аккуратно. Но техническая картина указывает на то, что завтра, скорее всего, будет коррекция по рубль-доллар. Возможно, даже вот на 63 900. Если сюда уйдет, используйте это для выгодных покупок доллара. Так, дальше Сбербанк. Ну, Сбербанк у нас сегодня достаточно хорошо устоял. Он вначале просел, но потом начал отскакивать. Вот смотрите, Сбербанк это прокси на нефть. На нефть и наличие санкций и так далее. Соответственно, если нефть завтра остается такой же или растет, мы увидим движение Сбербанка вверх. Ключевая цель будет 228. Возможно, даже задерг на 233. Вот, но это маловероятно. Но на 228 при растущей или сохранившейся нефти он завтра может попытаться залезть. Если нефть будет падать, то, соответственно, у нас ключевая первая цель для движения это будет 215,7. То есть при падающей нефти он идет на 215,7 и потом на 206, на 205,6. Вот, ориентируемся по нефти, смотрим, куда движется нефть, какой новостной фон, и в зависимости от этого принимаем решение, покупаем или продаем. Так, Газпром. Вот смотрите, по Газпрому здесь у нас очень интересная картина. И на часовом графике, ну, на дневном графике она такая интересная, он застрял вот в непроторгованной области. Но если ориентироваться на часовой график, если завтра у нас никаких оказий не возникает с утра, то по сути вот здесь еще и на растущем объеме нарисована разворотная модель надгробия. То есть если завтра с утра нас не подводит нефть, не подводит Азия и ничего сыпаться не начинает, то по Газпрому ближайшая цель будет 228, он пойдет наверх. Если же Азия сыпется и все идет вниз, то мы очень легко можем спикировать на 219. Поэтому смотрите, какой новостной фон с утра и как торгуется Азия. Исходя из этого принимайте решение. Так, ВТБ, вот дневной график. Вот смотрите, здесь у нас очень необычная картина по ВТБ возникла. С одной стороны он закрылся ниже сильного уровня поддержки, но с другой стороны он по сути нарисовал вторую разворотную модель. То есть вот здесь у нас молот и надгробие. Поэтому завтра, если будет позитив с рынка Азии, если нефть не будет падать, с учетом того, что ВТБ у нас достаточно сильная бумага в последнее время, игра в ней не завершена, в этом случае мы увидим отскок вот сюда, вот 42 665 и, возможно, 43 361. Но перспективы движения у нее 44 487. Если завтра нефть будет валиться, Азия падать, то мы можем увидеть краткосрочное движение вниз. Сначала вот сюда 41 241 и, возможно, вот сюда 40 380. Обращаю ваше внимание, что при падении рынка массам ВТБ может быть сильнее рынка, поскольку это бумага, в которой игра не закончена и у нее есть сильные фундаментальные показатели. Ну вот основные бумаги, о которых я хотел с вами поговорить и обсудить. Спасибо за внимание. До свидания.